Здравствуйте, представители знака зодиака Лев. Таро прогноз на 10 дней, на декаду, с 21 по 31 января. Таро расклад «Что ждет? Узнай будущее». Давайте узнаем это будущее или что нам подскажут карты, каковы события ближайших дней и с чем они будут связаны, что придет на ваш порог. У нас сегодня две колоды. Первая оракул Ленорман и вторая колода Таро. И на оракуле Ленорман мы не будем задавать вопросы, а просто позволим картам раскрыть нам ту цепочку развития событий, которую, возможно, вам придется или доведется с чем-то столкнуться или пройти. Конечно, по мнению карт, поэтому будем реалистами. Любой прогноз, расклад о личной истории каждого из вас не расскажет. Не передадут карты то, что вы чувствуете, мои дорогие. Поэтому я всегда призываю. Карты – это как альтернативный способ. Один из тысячи возможных вариантов нам могут раскрыть. И тем не менее, мы ведь, когда смотрим общие прогнозы, мы все равно перекладываем ситуацию на себя. Пусть не у всех, но я знаю, что у многих. Карты откликаются на некоторые события, пусть не на все, но все же на какие-то события в вашей жизни есть отклик, какое-то пересечение. Итак, события ближайших дней. Каковы энергии, так в целом, если для вас? Ну а если мы про астрологию, то тогда энергии для вас очень позитивные на январь. Какой-то старт по части больше, конечно, вашего самовыражения, работы, и где-то может прийти и личная жизнь через работу. Такое тоже, я говорю, не у всех, но у кого-то это может проиграться вполне. Итак, события ближайшего будущего. И четвертая карта, которая нам пусть расскажет о событиях. Первая карта Таро. Неожиданность. С чем это может быть связано? А может быть и нет этих неожиданностей. Все идет в спокойном русле, своим чередом. И все же карту мы достанем. Вторая карта. В чем ваша сила? Что у вас будет получаться лучше всего? Или в чем вы достигаете успеха, именно вот продуктивны в эти 10 дней? По основным сферам жизни мы посмотрим: дела, работа, бизнес, у кого-то учеба, у кого-то документы. И вторая карта – это энергия денег, финансы. Что на личную жизнь нам подскажут карты? И давайте достанем карту «Совет». Откроем мы ее в самом конце. Что же за события ближайшего будущего? Правда, тут как по судьбе. И карта нам не обрисовывает, что же нам тут по судьбе, в какой из сфер жизни. Поэтому мы посмотрим дальше, что нам скажут карты. Но определенно, это карта, когда более добрая карта, когда у нас что-то совершается. Или мы подводим что-то как к логическому итогу. Нам понятен какой-то путь, зачем это все было нужно. Или проясняется какой-то вопрос. Может быть, вы сами себя похвалите, что прошли какой-то сложный путь. Или наоборот, уделяли какому-то делу, взаимоотношения, может быть, с конкретным человеком, определенное количество времени. И вот тоже вопрос проясняется, либо отношения проясняются, либо что-то по работе у вас все же тоже может проясниться. Может быть, прикладывали вы к чему-то усилия, старались, свои таланты раскрывали, и значит, это будет замечено, и тоже вот какой-то труд ваш, он не пропадает даром. Давайте откроем вторую карту. Здесь изменения в доме. Или это вы задумаетесь о переезде. Или все то, что связано с домом, с благополучием. Может быть, это дела домашние. У кого-то могут проходить просто внутренние какие-то дела по поводу комфорта. Вы решаете тоже, что-то переделываете. Или у кого-то ремонт, может быть, почему нет. Или какие-то важные согласования по части вашей недвижимости. Это где-то могут быть и наши домочадцы, те, кто в доме находится, да, ну и буквально стены. Может быть, вам в этот период времени как раз захочется больше отдыхать, кстати, потому что совпадает у нас еще 4. Это число стабильности. И поэтому в целом говорят, что стабильный период последней декады января. Но, может быть, это ваши действия как раз будут направлены на стабильность. И где-то все же, я допускаю, вам захочется отдыхать. Астрологически у вас может быть очень активный период. Третья карта, а вот выбор по судьбе. Все то, что мы с вами говорили. Вы можете стать перед, вот как нам показано на этой карте, жердочка, да или нет, куда я иду, направо или налево, соглашаюсь на что-то или говорю кому-то нет.
словно нужно вынести вердикт или принять, может быть, ваше собственное решение, причем окончательное. Может быть, это будет связано с работой, когда действительно работа, к примеру, вдали от дома, или ну, где-то офис находится далековато. Я могу такое тоже предположить. И вы будете продумать, если вы человек семейный, есть семья, есть дети, есть какие-то обязанности, удобно мне это осуществить или нет. Или даже вы в свободном плавании, будем говорить, свободный художник на данный период времени, но по каким-то причинам вы тоже можете продумывать в какая-то взаимосвязь работы или ваших вот этого выбора, ваших начинаний или продолжения какой-то работы, она тоже может быть связана с домом. У кого-то банально проиграется работа на дому, или вы задумаетесь о таковой. У кого-то, может быть, как раз вы работали на дому, а теперь вы перейдете работать в офис. Или где-то офис может быть на удалении, но есть какой-то выбор. У кого-то этот выбор будет касаться личной жизни. Но это выбор судьбоносный нам. Вот о чем говорят карты. Давайте события ближайших дней. Вот смотрите, мыши. Мыши– это то, что нам приносит урон. Но это не крупная карта, она не говорит то, что, знаете, как-то это разрушает полностью нашу жизнь. Но какая-то мелкая деталь, ну, назовите это как мелкая пакость, да, или вот какая-то такая, ну, шероховатость, которая вроде бы и не нарушает ход вещей, но, тем не менее, оставляет неприятный осадок. Может быть, это контакты с каким-то человеком конкретным. Или просто это окружение по работе. Один человек, одна какая-то персона, которую вам видеть не хочется, может быть и так. Или вы просчитаете вот эту мышь, будем говорить, или того человека, тот, который может преднамеренно где-то вставлять палки в колеса, наблюдая за вами, ожидая подходящего периода, чтобы навредить. Вот может быть и так. И тогда вы будете всячески где-то стараться все свои действия делать в обход или каким-то образом изолировать, может быть, этого человека, по крайней мере, от тех своих намерений и планов, которыми вы занимаетесь, или то, что у вас стоит в приоритете. Я бы сказала, быть внимательному к своему окружению определенно стоит в эти 10 дней. Может быть, у кого-то дела домашние, кстати, вверху у нас карта «Дом». Мы ведь можем столкнуться, кстати, с противодействием со стороны родственников партнера. Или, может быть, далеких каких-то родственников, а у вас есть вопросы. У кого-то, кстати, могут проиграться вопросы, связанные с наследством. И вас могут так это пытаться закрутить в какую-то историю. И вот этот выбор, он будет стоять, соглашаться мне на что-то или нет. Или какие-то другие вопросы с далекими родственниками. Вот все-таки будьте внимательны к своему окружению. Или, мои дорогие львы, кто входит в ваш дом? Тут ведь может быть соседи, к примеру, да? Мыши и дом. Те, которые приходят, например, у вас что-нибудь просят, или которым вечно нужна какая-то помощь. Есть такие люди, которые, ну, жалуются чаще, чем следовало, или говорят, что я не могу этого совершить, а вот у тебя обязательно получится, помоги мне. Вы можете устать, кстати, от таких или от такой помощи бесконечной. И тут тоже вы с чем-то можете как ну, какие-то даже контакты прекратить. Я такое предполагаю, потому что да, нет, это может касаться конкретно тех людей, которые, опять же, с которыми вы дружите или контактируете. Или пусть это не назовешь какой-то дружбой такой настоящей, но это некоторые знакомые, которые, тем не менее, буквально вхожи в ваш дом или что-то о вас знают, мои дорогие львы. Поэтому продумайте этот тонкий нюанс, все варианты, ну не все, но основные, пожалуй, перечислила, а тут могут быть самые разные. Неожиданность. Вот вы знаете, тут, кстати, вот от этих мышь может приходить какая-то информация, ну условно, да, аллегорически перекладываете это на нашу реальную жизнь. Пятерка жезлов, карта информационного хаоса, какого-то раздрая, какой-то путаницы, или тех людей, на которых мы не можем, кстати, понадеяться. Утром нам они обещают, вечером они о нас уже не помнят. Или человек, он не берет никогда на себя меру ответственности. Он всегда вот выкрутится, вывернется, но уйдет от этой ответственности. И поэтому для кого-то из вас может проиграться ситуация игры в одни ворота.
Когда вы все время кому-то помощь эту оказываете, причем той персоне, которую вам казалось, вы очень хорошо знали, но, может быть, в эти 10 дней будет какой-то тонкий нюанс, когда либо вы откажете этому человеку, потому что у вас что-то будет свое в приоритете, либо человек каким-то образом, ну, может тоже ведь вас, допустим, информационно добавить вам каких-то новостей, которые могут быть фейками, поэтому информацию любую, от кого бы она ни исходила, мои дорогие львы и львицы, проверяйте. По пятерке жезлов информационный, повторяюсь, хаос. Здесь из этого хаоса нужно еще выделить какое-то рациональное зерно. И карта сама говорит, ты не верь всему услышанному. Доверяй, но проверяй, может быть, то, что и касается по части людей. Поэтому будьте настороже. В чем ваша сила? Вторая пятерка. Вот смотрите, карты достаточно некрупные. И я хочу сказать, пятерка мечей в данном случае, безусловно, это карта конфликта или каких-то напряженных отношений. Может быть, это вы будете с кем-то выяснять отношения или вам захочется провести откровенный разговор, не закопать какую-то проблему вглубь самого себя или самой себя, а как раз прояснить, провести разговор на чистоту или, может быть, с каким-то человеком сказать то, что вы думаете. С одной стороны, конечно, карта нам говорит в первую очередь в эти 10 дней, если мы спросили, в чем ваша сила. Будьте честны сами с собой. Вот здесь нельзя закрыть на что-то глаза. Это первое направление. И второе, это когда вы не должны себе чем-то навредить. То есть, если мы предполагаем, что состоится разговор откровенный или на чистоту, или вам будет что-то предложено, когда вы тоже встанете на выборе, значит, на авось тут нельзя надеяться, потому что вопрос может стоять, к примеру, по части работы, и тогда вам нужно прояснить, сумеете вы вытянуть этот вопрос или, к примеру, работа в каком-то другом месте, в другом офисе, может быть. Опять же, какой-то переезд или перемещение, насколько это удобно вам, график, к примеру, работы. Вот здесь, правда, какая-то честность, пунктуальность, может быть, для самого себя, себе не навредить. Потому что сказать, что, ну, потом как-то там разрешится, или я попробую, а потом, опять же, как-то ситуация, она вырисуется для меня в хорошую сторону. Вот здесь нельзя надеяться на авось. Как и информацию нужно проверять, так и свои собственные силы нужно будет оценить правильно. И если у вас единственный момент, если вот этот конфликт назревает с тем лицом, которое вам интересно, или вам оно полезно, или бывают такие персоны в нашей жизни, которых мы не можем отменить, контакты все-таки нам придется продолжать, то тогда вам придется где-то быть большим дипломатом. Кроме всего прочего, пятерка мечей может говорить еще о той ситуации, когда вы окажетесь, мои дорогие львы, в какой-то ситуации конфликта. И это не ваш конфликт, он вас не касается. А когда двое спорят или двое ссорятся, вот поэтому третий может быть лишний даже в этой обстановке. И тот, кто промолчал, тот будет прав. Или, может быть, вам придется как-то красиво, элегантно выходить из этого конфликта. Именно в этом ваша сила. Вы здесь немножко в других энергиях. Здесь у вас будет работать очень хорошо интуиция. Поэтому главное не совершить какой-то импульсности или импульсного решения. Вот мы говорили с вами, захочется вердикт, может быть, кому-то принять. Но, значит, перед тем, как что-то озвучить, вам необходимо и провести расчеты. Дела, работа, бизнес. Правда, у кого-то новая работа может быть или какие-то обновления на работе, смена руководителя, к примеру. Или это может быть связано как новый жизненный, опять же, этап в связи с тем, что прежняя какая-то история закончилась. Здесь может быть еще как смена коллектива или изменение в коллективе. Все же вот это аркан мыши и с учетом пятерки мечей, здесь не все происходит гладко в вашем окружении. Я не могу сказать, что вам это каким-то образом мешает. Нет, скорее всего, тут даже ваша сильная позиция. Погасить, может быть, какой-то конфликт или выполнить какую-то работу, из-за которой разгорелся спор, но не ваш спор, а между теми, кто в вашем коллективе. Или пусть это где-то касается даже ваших домочадцев или
каких-то родственников, вашего ближайшего окружения. Держите марку, мои дорогие, львы и львицы, потому что спокойствие вам тут будет правильно помогать оценить обстановку и либо действовать, а может быть и вообще какое-то бездействие вы выберете в эти 10 дней. Потому что себе не навредить, вот об этом все-таки нулевой аркан, не сглупить в чем-то, это тоже будет правильная позиция. Но и тем не менее, мы говорим, какой-то жизненный этап завершается. И вот у вас уже практически вы на пороге чего-то нового. Новые методы работы, новые связи, может быть, новые контакты. Вы можете прочувствовать очень остро, что, а ведь правда, словно вокруг пространство уплотняется, меняется. И то, как я действовала или действовала прежде, ну, что-то уже не сработает. Но перед тем, как вы отстроите вот эту концепцию, будь то своей работы или решите какие-то вопросы. Кстати, решить их можно с каким-то другим или другим методом, или другим способом, или с помощью других людей. Все же нулевой аркан– это то, что мы прежде не пробовали, а именно здесь нам это помогает. Поэтому ваша сосредоточенность и где-то концентрация, чтобы правильно оценить любую обстановку, она вам будет тоже помогать. Финансы. Девятка мечей. Не могу сказать, что по финансам вы получаете деньги именно в эти 10 дней. Но по девятке мечей вы не видите, опять же, каких-то перспектив. Всегда девятка мечей– это сильные эмоции из-за того, что не сложилось именно так, как мы предполагали. И это переход от самоосуждения, может быть, к самосостраданию. Принять, что где-то страх искажает реальность. Может быть, у кого-то из вас была обещана какая-то сумма, и она не была вам выплачена. Или вы надеялись, может быть, мои дорогие, вверху у нас пятерка мечей, мы сказали, будь честным, справедливым с самим собой. Вы можете встать, словно на выборе, меня дальше как будут кормить обещаниями, или все же есть смысл надеяться, что, допустим, обещанная сумма будет выплачена, мы смотрим на деньги. Вы, тем не менее, мои дорогие львы и львицы, не должны закрывать на что-то глаза. Именно здесь страх искажает реальность в том плане, что мы должны увидеть что-то объективно. Может быть, у кого-то по части финансов стоит этот выбор. Где я буду работать или с чем будет моя работа связана, какой проект я буду продолжать. Какой-то вы, возможно, откажетесь от чего-то, потому что это не имеет материального воплощения или энергии обратной не приходит. Приложенных усилий много, а толку никакого. Здесь вы что-то, скорее всего, должны для себя решить. И пусть этот период, когда вы не получили именно деньги какие-то, или получили их в каком-то недостаточном количестве, вам может судьба давать такую подсказку своеобразную для того, чтобы вы рассмотрели либо дополнительные источники дохода, либо по работе для себя определились, может быть, по части карьеры, или, ну, откуда к вам приходят деньги, в каком количестве тоже просчитали. Ну, запомним, что 10 дней– это не такой большой срок. Тут нужно быть, самое главное, реалистом. Давайте мы откроем с вами карту личной жизни, восьмерка мечей. Опять же, страх искажает реальность. И здесь измененная реальность, болезненное какое-то наше восприятие, карта сама по себе, что мы видим не так окружающий мир. Или мы как-то чувствуем в одном формате, а в реальности происходит что-то совершенно по-другому. Связь с реальностью определенно терять нельзя. Но вы знаете, какое-то может быть пустяковое слово или сказанная кем-то информация, фраза, она вами может быть воспринята слишком остро. Как и по части денег, работы, может быть так и по части личной жизни. Восьмерка мечей. Вот сидит наша девушка в кресле, но в зеркале она видит совершенно другое. Она видит, у нее связанные руки, у нее закрыты глаза. Она себя представляет как в какой-то темноте, как в периоде ограничений, когда она что-то не может осуществить. И сколько бы она ни пыталась, у нее все время что-то не получается. Для кого-то из вас вы можете начать вспоминать, мои дорогие, своих бывших или какую-то прежнюю историю, когда вас, может быть, разочаровал человек или обманул человек. И она может быть связана с сложными эмоциями, когда мы это не можем в себе согласовать. И обе карты по части денег, по части личной жизни
нам говорят только об одном. Открой глаза. Реальность другая. Вам нужно быть реалистом. Это правда. Вот в чем ваша сила. Насколько вы себе сумеете сказать правду по тому или иному вопросу, от этого напрямую будет зависеть какой-то ваш прогресс. Давайте мы откроем карту совет. Мгм. Правда, кто-то из вас в эти 10 дней может начать в себе сомневаться, какую-то ненужную философию устраивать, а у вас на пороге вы пока не видите, вам хотят предложить новую должность. Или у вас новое знакомство, или, может быть, знакомство состоялось, но вы не придаете этому значения. Император– это может быть конкретный человек, который наделен властью или стоит несколько выше на ступени иерархии. Эта карта может свидетельствовать о том, что у вас как раз сейчас сильная позиция. Поэтому в себе не нужно сомневаться. Или о том человеке, который вы сейчас или даже не рассматриваете отношения, а с кем-то, допустим, была прежняя история со знаком минус именно по части личной жизни. И кто знает, может быть, на пороге совершенно другие отношения. Но по судьбе вы должны выплакать словно какое-то горе или пройти какой-то завершающий этап, чтобы это перешло в здоровое равнодушие, чтобы вас это снова и снова не ранило, чтобы вы себе не устраивали вот это сеанс внутреннего гипноза и самокопания, правда. Вот он сейчас не нужен. Тут все стоит у причала каждого дня в этот период. И, в принципе, это ведь карта нам говорит о вашей сильной позиции. Не сомневайся в себе, лев, ни разу. Ты практически победитель. Но, может быть, эти дни где-то, хотя мелкие карты, почему я и сказала, что тут какая-то новость или мелкая какая-то деталь, или нечаянно кем-то брошенное слово вас словно выбить может из колеи. Вот я вижу только в этом, потому что, в принципе, у вас и полинорман, сильная позиция. Но есть и то, когда мы начнем в себе сомневаться или думать, а может быть, это я не прав или не права. Поэтому оцените правильно обстановку, оцените, что говорят люди, что они транслируют и каковы их действия. Оцените, вот как по аркану император, на два направления, на которые мы не можем влиять. Первое– людское мнение, второе– обстоятельства нашей жизни. И будьте мудрыми императорами, потому что мудрый император, он поставил перед собой цель. И он знает, что на людей я не всегда могу положиться. Это точно. Людское мнение переменчиво. И второе направление– обстоятельства нашей жизни мы тоже не можем изменить. Но, тем не менее, найти какой-то свой, может быть, и узкий фарватер и решить какие-то вопросы, получить в конечном итоге желаемое, у нас всегда есть возможность. Поэтому, мои дорогие, будьте мудрыми императорами, перекладывайте на себя и будьте счастливы, будьте любимы всегда.